Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите канал Xstate. Сегодня мы рассмотрим с вами 120 интересных фактов об океанах. Только одно но. Я сегодня не называю номер фактов. Вы сами следите за ними. И в комментариях пишите, нравится так больше вам или называть все-таки каждый факт. Присаживайтесь поудобнее, возьмите себе чего-нибудь вкусненького и поехали! А перед просмотром хочу рассказать вам о спонсоре сегодняшнего видео. Интернет-магазин «Читай город». У них вы можете найти огромный ассортимент книг для любого читателя. Есть возможность получить книгу в числе первых, оформляя предзаказ. Есть раздел книг с автографом. Открываешь книгу и видишь реальный автограф или пожелание от автора. Постоянно проходят акции со скидками на книги. Советую заглянуть в раздел «Акции». Есть доставка по всей России. Можно сделать заказ в интернет-магазине и получить его бесплатно в ближайшем к дому розничном магазине «Читай город», как это сделал и я, когда приобрел «Остров погибших кораблей» Александра Беляева. Вообще, «Читай город» — это один из самых популярных магазинов в моем городе. Я там в свое время приобрел и повесть Хемингуэя «Старик и море», и «Капитана Немо» от Жюль Верна, и многое-многое другое. На сайте есть подборки, которые включают в себя книги на все возможные темы. Сейчас будут актуальными статьи под названием «Читаем летом», где представлены различные литературные произведения для учеников школ как младших, так и средних классов. Да о чем речь? Многие взрослые люди не все книги читали из этих потрясающих подборок. По промокоду X15 действует скидка 15% на все книги, кроме предзаказа. Промокод действует с 15 по 22 июля. Это хорошая возможность приобрести книгу, которую давно хотел прочитать. Ссылку вы можете найти в описании к этому видео. Океаны занимают около 72% поверхности планеты Земля и содержат 97% всей воды на Земле. Они являются главными источниками соленой воды и основными компонентами гидросферы. Всего существует 5 океанов: Северный Ледовитый, Тихий, Атлантический, Индийский океан и Южный. Атлантический океан занимает 24%, Индийский океан 20%, Северный Ледовитый 4%, Тихий океан 47%. Южный океан или Южный Ледовитый и он же Антарктический океан 5% от основной части гидросферы, что составляет 94,1%. Первое. Северный Ледовитый океан. Площадь Северного Ледовитого океана достигает 14,75 миллиона квадратных километров. Температура воздуха около берегов Северного Ледовитого океана достигает от минус 20 до минус 40 градусов по Цельсию в зимнее время, а в летнее температура держится около нуля. Растительный мир данного океана скромный. Это все из-за малого количества солнца, которое попадает на его дно. Обитателями Северного Ледовитого океана являются киты, белые медведи, рыбы и тюлени. У берегов океана обитают самые большие тюлени. Северный Ледовитый океан имеет множество ледников и айсбергов. Данный океан обладает большим количеством полезных ископаемых. Четвертая часть всей нефти на планете хранится в глубинах Северного Ледовитого океана. Некоторые птицы переживают зиму именно на Северном Ледовитом океане. Данный океан обладает самой несоленой водой в сравнении с другими океанами. В течение года соленость этого океана способна меняться. На поверхности и в своих глубинах океан хранит множество мусора. Средняя глубина Северного Ледовитого океана 3400 метров. Рейсы на кораблях через Северный Ледовитый океан очень опасны из-за подводных волн, о которых мы рассказывали в прошлом видео. Даже теплые течения из Атлантики не способны прогреть воду в таком холодном океане. Если все ледники Северного Ледовитого океана растают,
то уровень Мирового океана поднимется на 10 метров. Северный Ледовитый океан считается самым неизученным из всех океанов. Объем воды данного океана превышает 17 миллионов кубических километров. Самым глубоким местом этого океана является впадина в Гренландском море. Ее глубина составляет 5527 метров. По прогнозам океанологов, весь покров льда Северного Ледовитого океана растает к концу 21 века. Все воды и ресурсы Северного Ледовитого океана принадлежат ряду стран, таким как США, Россия, Норвегии, Канаде и Дании. Толщина льда на некоторых участках океана достигает 5 метров. Северный Ледовитый океан самый маленький из всех океанов мира. Белые медведи передвигаются по океану при помощи дрейфующих льдин. В 2007 году впервые было достигнуто дно Северного Ледовитого океана. Второе. Атлантический океан. Название океана берет начало из древнегреческого языка. Атлантический океан занимает второе место по площади после Тихого океана. По легендам, подводный город Атлантида находится на дне Атлантического океана. Главной достопримечательностью данного океана является так называемая подводная дыра. Самый далекий остров в мире, Буве, находится в Атлантическом океане. В Атлантическом океане есть море без границ. Это Саргассово море. Таинственный Бермудский треугольник находится именно в Атлантическом океане. Раньше Атлантический океан называли Западным океаном. Картограф Вальдземюллер в XVI веке дал название данному океану. По глубине Атлантический океан также занимает второе место. Самым глубоким местом этого океана является жерло Пуэрто-Рико, а его глубина составляет 8742 километра. Атлантический океан обладает самой соленой водой из всех океанов. Известное теплое подводное течение Гольфстрим протекает по Атлантическому океану. Площадь данного океана проходит через все климатические пояса мира. Количество вылавливаемой рыбы из Атлантического океана не меньше, чем у Тихого, невзирая на разные величины. В данном океане обитают морские деликатесы, такие как устрицы, мидии и кальмары. Колумб был первым мореплавателем, который осмелился переплыть Атлантический океан. Самый большой остров в мире, Гренландия, находится в Атлантическом океане. На Атлантический океан приходится 40% всего рыболовного промысла мира. На водах данного океана находится множество нефтедобывающих платформ. Алмазодобывающая промышленность также затронула Атлантический океан. Суммарная площадь данного океана насчитывает почти 10 тысяч квадратных километров. В воды Атлантического океана впадает самое большое количество рек. Атлантический океан имеет айсберги. Знаменитый корабль «Титаник» потонул именно в Атлантическом океане. Третье. Индийский океан. По занимаемой площади Индийский океан занимает третье место вслед за Тихим и Атлантическим. Средняя глубина Индийского океана равняется 3890 метрам. В древности данный океан имел название Восточный океан. Заплывы по Индийскому океану совершали еще в 5 тысячелетии до нашей эры. Все климатические пояса в южном полушарии проходят через Индийский океан. Вблизи Антарктики Индийский океан обладает льдами. Недра данного океана имеют огромные запасы нефти и природного газа. Индийский океан обладает таким феноменальным явлением, как светящиеся круги, появление которых даже ученые не в силах объяснить. В данном океане расположено второе по уровню соли море – Красное. В Индийском океане обнаружены крупнейшие комплексы из кораллов. Синекольчатый осьминог
один из самых опасных для человека существ, и он обитает в Индийском океане. Индийский океан официально открыл европейский мореплаватель Васко да Гама. В водах этого океана обитает огромное количество существ, смертельно опасных для человека. Средняя температура воды в океане достигает 20 градусов по Цельсию. 57 групп островов омывает Индийский океан. Данный океан считается самым молодым и самым теплым в мире. В 15 веке Индийский океан являлся одним из основных транспортных путей мира. Именно Индийский океан связывает все самые значимые порты на планете. Данный океан невероятно популярен у любителей серфинга. Течение океана меняется в зависимости от сезона, а причина этому ветра муссоны. Зонский желоб, находящийся около острова Ява, является самым глубоким местом Индийского океана. Его глубина составляет 7727 метров. На территории данного океана добывают жемчуг и перламутр. В водах Индийского океана обитают большая белая и тигровая акула. Самое большое землетрясение в Индийском океане было в 2004 году и достигало 9,3 балла. Древнейшую рыбу, которая жила в эпоху динозавров, нашли в Индийском океане в 1939 году. 4. Тихий океан. Тихий океан является самым величественным и большим океаном в мире. Площадь этого океана составляет 178,6 миллионов квадратных метров. Тихий океан считается самым древнейшим в мире. Средняя глубина этого океана достигает 4000 метров. Испанский моряк Васко Нуньес де Бальбоа является первооткрывателем Тихого океана, и это открытие произошло в 1513 году. Тихий океан представляет миру половину всех употребляемых морепродуктов. Большой барьерный риф – самое большое скопление кораллов, которое находится в Тихом океане. Самое глубокое место, и не только в данном океане, а и в мире, это Марианская впадина. Ее глубина насчитывает около 11 километров. На территории Тихого океана находится около 25 тысяч островов. Это больше, чем в любых других океанах. В данном океане можно найти цепи подводных вулканов. Если посмотреть из космоса на Тихий океан, то он напоминает вид треугольника. На территории данного океана чаще, чем в любом другом месте планеты, происходят извержения вулканов и землетрясения. Более 100 тысяч различных животных считают Тихий океан своим домом. Скорость Тихоокеанского цунами превышает 750 км в час. Тихий океан может похвастаться самыми высокими приливами. Остров Новая Гвинея является самым большим участком суши на территории Тихого океана. Необычный вид краба, который покрыт мехом, был найден в Тихом океане. Дно Марианской впадины покрыто вязкой слизью, а не песком. Самый крупный вулкан в мире был обнаружен в Тихом океане. В данном океане обитает самая ядовитая медуза в мире. В приполярных областях Тихого океана температура воды достигает минус 0,5 градусов по Цельсию, а около экватора плюс 30 градусов по Цельсию. Впадающие в океан реки за год приносят около 30 тысяч кубических метров пресной воды. По площади Тихий океан занимает больше места, чем все материки Земли вместе взятые. Территория Тихого океана – самая сейсмически нестабильная зона в мире. В древние времена Тихий океан называли Великим океаном. 5. Южный океан. Четких границ у Южного океана нет до сих пор, и о них ведутся споры. Кто-то предлагает провести границы по южному полярному кругу, окружающему Антарктиду, кто-то предлагает другие решения.
Впервые картографы стали выделять Южный океан в отдельную акваторию еще в 17 веке, потому что, несмотря на отсутствие ярко выраженных границ, его воды значительно отличаются от вод других океанов. В Южном океане число островов-призраков выше, чем в любом другом. Это гипотетические земли, якобы открытые мореплавателями, но с развитием космонавтики все острова океана были картографированы со спутников еще в прошлом веке. Южный океан омывает берега двух материков – Антарктиды и Южной Америки. В его водах одновременно находится больше айсбергов, чем в любом другом океане, даже больше, чем в Северном Ледовитом океане. Мелкие айсберги никто даже не считает, а число более-менее крупных превышает 200 тысяч в любое время года. Несмотря на холодный климат, воды Южного океана богаты жизнью. Суммарная биомасса Южного океана по подсчетам океанологов превышает десятки миллиардов тонн. Одного лишь криля и прочих мелких рачков тут, согласно расчетам, около 2,5 миллиардов тонн. Суммарная протяженность его береговой линии достигает 17 968 километров. Большая ее часть приходится на береговую линию самой Антарктиды, самого маленького континента за исключением Австралии. Наиболее распространенная версия касательно границ Южного океана – 60 градусов южной широты. Таким образом, первым человеком, побывавшим здесь, был голландский мореплаватель Дирк Герец, который в 1559 году добрался до 64 градуса южной широты. Советская картография не признавала существование Южного океана, отказываясь рассматривать его как отдельную акваторию. Интересный факт в том, что до революции он признавался, а вот в Советском Союзе считалось, что океанов на Земле всего 4. Море Уиддала, одно из прибрежных морей Южного океана, обладает самой чистой и прозрачной в мире водой. Ее прозрачность совсем чуть-чуть не дотягивает до прозрачности идеально чистой дистиллированной воды. Если взглянуть на карту, то можно заметить, что Южным океаном обычно называют южные области Тихого, Индийского и Атлантического океанов. Джеймс Кук, один из самых знаменитых мореплавателей мира, также пересекал его границы. Это произошло в 1773 году в ходе его кругосветного плавания, причем дважды, и еще 2 раза во время своей второй экспедиции. Некоторые виды рыб, обитающих в водах Южного океана, приспособились к жизни в воде с постоянной температурой ниже 0 градусов по Цельсию. По числу прибрежных морей Южный океан занимает 2-е место с конца среди всех океанов Земли. У него их 13, но и у Индийского океана их еще меньше, всего 9. Прибрежные воды Южного океана зимой всегда покрываются толстым слоем льда. Из-за этого площадь Антарктиды непостоянна. Зимой она увеличивается, а летом, когда льды тают, уменьшается. Южный океан не слишком стар. Еще около 30 миллионов лет назад его не существовало. Но после того, как Антарктида отделилась от Южной Америки и начала дрейфовать на юг, он появился. Среди всех океанов нашей планеты он занимает 3-е место по максимальной глубине. Самая глубокая его точка лежит в Южно-Сандвичевом желобе и составляет 8264 метра. Эта цифра сопоставима с высотой высочайших гор Земли. В прошлом одно время этот океан пытались называть Южным Ледовитым, по аналогии с Северным, но в современной картографии это название не употребляется. В средние века и в античные времена Южным океаном часто называли Индийский океан. Спасибо тем зрителям, которые ставят большой палец вверх при просмотре моих видео и пишут интересные комментарии, часть из которых вы можете наблюдать в данный момент на своем экране. Если вы до сих пор не подписаны на мой канал, подпишитесь, и чтобы не пропускать новые видео, нажмите на колокольчик, который будет уведомлять вас о выходе новых работ на моем канале. Спасибо, ваша активность позволяет собрать много просмотров и показать это видео новым зрителям.
Мне было приятно делать это видео для вас. До новых встреч. Пока.